Всем привет, с вами Дэн и новая модель от Дмитрия Чугунова, новое творение, спутник, а точнее первый спутник Земли. Я думаю, что все прекрасно знают, кто такой Дмитрий Чугунов, кто давно смотрит канал и в целом интересуется, конечно же, российскими часами. И важно, что эта модель стала новым этапом для Дмитрия, потому что здесь уже больше всего затрачено в разработку, и я думаю, Дмитрий более детально сам о таких вещах расскажет у себя на канале, в каких-то выступлениях, в том числе в музее часов, когда будет презентация этой модели. Но у него появилась возможность разрабатывать и изготавливать надстройки к механизмам, и поэтому теперь, я думаю, такая вот первая ласточка, ну или точнее первый спутничек, и дальше, я думаю, будет все больше и больше таких вот моделей, таких усложнений. Модель задумывалась как вот такая некая обсерватория, что ли, на руке, потому что, как вы видите, здесь, ну, это модель из тех, которые обладают просто огромным купольным стеклом, под которым прячется уже главное, что есть на этой модели. Если мы говорим о том, что это некая такая обсерватория, то что это говорит? Здесь у нас есть планета Земля в виде полусферы. Это указатель часов, между прочим. И вот здесь мы видим, что есть такой указатель, да, вот, который находится сейчас у отметки 6 часов. И он показывает на 6 часов. Это указатель часов. И одновременно есть указатель минут, который движется. Да, это первый искусственный спутник Земли. И он движется по орбите, по эллиптической траектории, а сама Земля, кстати говоря, тоже здесь смещена ближе к нижней части циферблата, к отметке 6 часов. Ну и за счет этого как раз и проявляется вот этот потрясающий эффект, когда спутник действительно движется по эллипсу, и мы понимаем, что это не просто два круга, два диска, как это иногда в подобных каких-то схожих реализациях делается. Поэтому, у этих часов, конечно же, есть невероятный вау-эффект. Мы об этом чуть позже поговорим. Давайте сейчас немножко, может быть, пройдемся по характеристикам. Я рассказал про указатель часов, указал про указатель минут, что они обозначают. Дальше мы уже посмотрим, как это все работает. И здесь, как видите, такой звездный красивый циферблат из Авантюрина. И циферблат и безель, посмотрите, они практически на одном уровне. За счет этого у нас есть вот этот невероятный эффект пространства, или я бы даже сказал открытого пространства, когда как будто бы сразу ты смотришь на циферблат, объемная здесь планета, и все, и вроде бы ничего нет. Но потом ты понимаешь уже, когда искажение света особенно, да, что сверху еще купол стоит. И создается, конечно, эффект такого, что хочется прямо вот пальцем потыкать в этот авантюрин. Как будто бы здесь нет стекла. Правда, когда студийный свет яркий, то он, конечно же, заливает, да, все здесь, но это особенность любых купольных стекол и особенно вот такого большущего. Сферическое стекло, оно сделано из сапфира. Механизм базовый, это Sellita SW200. На задней крышке здесь красивая гравировка спутника. Это нужно понимать, что здесь тестовая модель. Модель еще в разработке, и отличаться она будет, конечно же, от финальной модели. В том числе, например, здесь сзади будет более глубокая гравировка. И спутник сейчас сделан из полимера, потом он будет сделан из металла. Ну, видите, да, здесь такой полимерный спутник у нас маленький. Что касается механизма, как я сказал, база Sellita SW200, и надстройка это от Дмитрия Чугунова уже. Водозащита 30 метров, ремешок из кожи крокодила. Упаковка будет коробка из дерева, пока фотку показать, рендер не могу. Цена примерно плюс-минус 250 тысяч рублей, но понятно, что это будет зависеть от курса доллара, потому что часы, первые 100 штук будут поставляться в 2025 году, и предзаказ как раз будет на первые 100 штук, а всего планирует Дмитрий по 100 штук в год выпустить, и итоговое количество 500 штук. И если говорить про, собственно, идею этих часов, да, в чем смысл, помимо того, что у нас такая некая обсерватория, да, это, естественно, модель, которая посвящена научной мысли советских инженеров. А мы с вами про
Банальные вещи, но которые, тем не менее, важны, потому что мне очень хочется посмотреть на высоту этого стекла. 44 примерно будет по корпусу, а вот стекло... 17,2. Ну, как говорится, Quorum Bubble. До свидания. Так, по ремешку, я думаю, будет 22, наверное. Давайте посмотрим. Так. Да, 22. И от ушка до ушка, ну, здесь ушки не длинные, 43,7. Ну, по сути дела, те же самые 44, да, которые мы намерили по корпусу. 43,7 по корпусу и 43,7 от ушка до ушка примерно. И это важно на самом деле, потому что часы, хотя у них вроде бы корпус не самый маленький, но с учетом коротких ушек они на запястье не будут смотреться совсем уж какими-то гигантскими. И давайте посмотрим мое запястье 18,5. И вот что мы получаем. Действительно, да, действительно есть такой эффект, что несмотря на корпус, который почти 44 миллиметра, на запястье они сидят прекрасно. Ну, то есть, в принципе, при желании можно, как говорится, и на каждый день, и даже если у вас широкие рукава под костюм, например, да, но это, конечно же, часы настроения, это часы для души, это часы для того, чтобы поговорить о том, что вы носите, о том, что вам нравится, и о том, кто эти часы делал. Конечно же, в первую очередь для этого. Ну и, наверное, у кого-то, у коллекционеров это будет даже вообще полочник, то есть часы, которые положили для коллекции и не хотят их надевать просто потому, что не хотят, чтобы там какие-то царапинки появились. Слушайте, ну, конечно, бомбический купол, это круто. Мне всегда нравились такие концепции, но, честно говоря, почти всегда они не совсем носибельные, либо из-за того, что там нет толком индикаций, либо из-за того, что, ну, вот как-то ты не представляешь, как это будет на каждый день. Но знаете, что самое интересное? Когда я увидел эту модель первый раз вживую, не на рендерах, да, я вдруг понял, что эти часы можно носить, в принципе, ну, не то чтобы каждый день, потому что все-таки, да, специфический размер стекла. Но, тем не менее, это часы, которые можно носить, я вот так бы сказал. Они действительно не такие уж и большие. То есть, да, высокое стекло, но все остальное вполне себе аккуратно. Поэтому это, мне кажется, важный плюс. И, ну, как водится у Дмитрия, посмотрите, да, качество отделки корпуса, грани корпуса, геометрия корпуса и, главное, что задумка, потому что корпус и концепция циферблата ни на что не похожи. То есть, это часы, которые придуманы именно такими. И они реализованы, они воплощаются в жизнь именно такими. Я вообще стал обращать внимание большое на детали, и здесь как раз их довольно много. Потому что вот, например, винты, которые держат ремешок, они нестандартной формы. Да, вы скажете, а как потом менять ремешок? Ну, я думаю, в комплекте будет. И ушки, очень красивые ушки. И в целом, я бы сказал, как-то немножко луноход, что ли, напоминает, когда вот так вот смотришь с боковой стороны на эти часы. Здорово. Заводная головка, которая имеет зеркальную полировку, а внутри у нас идет пескоструй, и там логотип Чугунова. Круто, круто. Боковая часть, которая... Посмотрите, да, как здесь сделано интересно. То есть у нас стекло, и по такой же траектории, если хотите, сделан верхнее кольцо на корпусе и центральная часть корпуса, которая сатинирована. То есть он прям вот такой вот округлый получается. Полусфера и по корпусу, и по стеклу. Круто. Традиционно красивая застежка. Сложной формы, с логотипом. Очень технологично выглядит. Ну, ладно, давайте к главному, собственно, блюду. Сейчас мы посмотрим, как у нас движется планетный циферблат. Ну, в принципе, пока обзор идет, она уже движется. Но поглядим детальнее. Хотя для начала, честно говоря, хочется посмотреть на вот этот авантюрин. Он переливается, как звездное небо, и у нас вот эта крупная, объемная полусфера Земли, где есть указатель часа, и которая объемная, трехмерная, и выглядит прям реально крупно и под стать этому огромному стеклу. Ну и маленький спутник Земли. Я думаю, из стали он будет больше к себе привлекать внимание и будет поярче, и, соответственно, читаемость несколько улучшится. Но и сейчас задумка понятна. Он движется по эллипсу, он хорошо считывается, кстати говоря. Да, я думаю, многие напишут, а как здесь узнавать минуты и часы? Слушайте, ну давайте серьезно.
Не все часы предназначены для того, чтобы максимально удобно считывалось время. Иногда концепция, идея, воплощение и необычность, потому что в мире миллион обычных часов, а те, которые действительно сделаны с интересной индикацией и которая в целом, тем не менее, позволяет неплохо считывать время, их на самом деле десятки, может быть, в лучшем случае сотни. Итак, давайте смотреть. Переводим заводную головку в первое положение. И поехали. У нас движется спутник, минуты, и у нас движется часовая стрелка. Вот было 6 часов, сейчас уже без 15 7, примерно. Вот сейчас уже 8 и так далее. В общем, видите, как он движется? Он движется реально по эллипсу. И это необычно. И это добавляет и сложности, и интереса к этим часам, на мой взгляд. Это уже классная реализация, это уже интересно, это сложно, и это здорово иметь в своей коллекции. Это уже качество материалов, качество реализации, качество идеи, ее воплощения и, конечно же, это качество надстройки к базовому механизму. Ну что ж, по итогам я скажу так. Мне эта модель понравилась. Здесь соблюдается такой пропорция хорошая между технологичностью, красотой и сложностью и реализацией. И знаете, что самое главное? Что здесь нет каких-то чрезмерных усложнений. То есть, да, это смотрится футуристично, это смотрится круто и интересно, но при этом циферблат, он достаточно прост. Здесь есть часы, есть минуты, есть спутник, есть Земля, все. И звездное небо в виде авантюрина. И нет, знаете ли, каких-то вот излишних, может быть, украшательств или излишних вот усложнений ради усложнений, когда ты вот уже действительно, знаете ли, они не всегда хороши. Иногда простота, она именно задает красоту и привлекательность конкретной модели. И здесь как раз это все есть. Мне кажется, вот это вот прям браво, потому что сочетать технику, сочетать качество и сочетать, главное, дизайн, это довольно-таки сложно. А Дмитрию удалось. Поэтому пожелаю ему, конечно же, дальнейших успехов и успехов с реализацией этой конкретной моделью. Спасибо, что дал мне эти часы на обзор, чтобы первым вам их показать, поделиться вот этим вот таким маленьким, но очень классным изобретением, я бы даже сказал, на российском часовом Олимпе. А здесь я с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.